Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня я начну рассказывать вам историю, как от ученика средней школы, который хотел стать программистом, я пришел к тому, что вы видите сейчас. Как вы знаете, я уже 12 лет занимаюсь профильным сервисом Suzuki Burgman Skywave, а также уже примерно 7 или 8 лет занимаюсь мототехникой BMW и смог добиться в этом некоторых успехов. Некоторые клиенты, наблюдая, с каким энтузиазмом я берусь за решение нестандартных и интересных для меня задач, а также видя, насколько сильно я вовлечен в процесс, интересуются у меня, где я учился на механика и как вообще так получилось. И я отвечу на этот вопрос, но немного позже, в конце видео. Мне сейчас 29 лет, и если мы вычтем из этой цифры 12, которой я занимаюсь бургманами, то получится, что я занимаюсь ими с 17 лет. И это на самом деле так. На дворе был 2011 год, а я уже рассекал по Москве на старой 400-ке, на которой я за зиму сделал капитальный ремонт двигателя. Купил я ее осенью 2010 года, когда у меня еще не было водительского удостоверения категории А. Но у меня и до этого были скутеры, на которых я гонял по Москве. Изначально мое увлечение техникой растет из глубокого детства. Первый мопед Карпаты появился у меня в 13 лет. Это был приблизительно 2006 год. И, кстати, этот мопед я полностью отреставрировал, и он у меня снимался в кино. Если хотите историю про это, я обязательно про это расскажу, только напишите в комментариях. Увлечение железяками я унаследовал от отца, который был помешан на этой теме не меньше меня. Однако я не пошел по его стопам в плане образования. Учиться я никогда не любил, хотя на самом деле это все же будет некорректно сказано. Я всегда любил учиться, но только тому, что было интересно мне. А то стандартное школьное обучение, которое активно навязывается нам в подростковом возрасте, я прям всегда люто ненавидел, потому что я искренне не понимал, зачем мне это. Почему-то в моей семье решили, что у меня предрасположенность к точным наукам, математике, физике и так далее. Хотя ЕГЭ я лучше всего сдал по русскому языку, написав сочинение на максимальный балл. По-моему, хуже всего у меня по баллам была сдана физика, и прям сильно хуже, чем русский язык. Да, безусловно, эти науки мне даются, но, честно говоря, изучать их в теории давалось мне с трудом. После этого я поступил в МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана. И поступил не просто так, а на ту же самую кафедру и факультет, где учился мой отец – двигатели внутреннего сгорания. Казалось бы, должна получиться красивая история, но нет. Данная мне свобода после 11 лет заточения в школьных стенах и мои развязанные руки, все это способствовало тому, чтобы я занимался чем угодно, но только не учебой. Естественно, я несколько на нее подзабил, и, не закрыв полностью даже первый семестр, Бауманку я бросил. После этого я еще поступал в МАМИ, примерно с той же ситуацией, но, правда, там я хотя бы первый семестр закрыл. После этого я решил перейти в другой вуз, попроще. И теперь, в итоге, первое высшее образование у меня менеджмент, а спустя некоторое количество лет я внезапно решил пойти поучиться еще дополнительно. И вот буквально в июне этого года я получил второй диплом. Это образование MBA Высшей школы экономики. То есть я продажник и руководитель, но уж точно не механик.
Тем не менее, все это время, и во время обучения, и во время попыток где-либо работать, работ было великое множество, я продолжал для себя заниматься автомобилями и мотоциклами. Да, у меня не очень получалось работать на себя, я изначально очень этого хотел. Были взлеты, падения, было много и того, и другого, но каждый раз после очередного падения я возвращался на рельсы, с которых мне было не суждено сойти до определенного момента. В диалогах со мной часто можно услышать, что я упоминаю психологию. Ведь если бы не она, все не зашло бы так далеко. Психологическая составляющая сыграла огромную роль в моем жизненном пути. Токсичная атмосфера в семье заставляла меня создавать свой мир, в котором мне было комфортно, в котором я мог закрыться и находиться в какой-либо гармонии. И этот мир чуть не сломал мне всю жизнь. И об этом я как-нибудь расскажу поподробнее, потому что это очень серьезная проблема, на которую нужно обращать внимание и о которой нужно говорить. Подведя итог, я могу сказать, что я очень люблю свою работу. Но есть и минусы. Я в нее настолько сильно погружен и вовлечен, что для меня, когда я нахожусь в потоке, весь остальной мир перестает существовать. Я погружаюсь в нее полностью, и она замещает собой всю жизнь. Я уже прошел из-за этого несколько стадий выгорания, очень серьезные были, и поэтому я спасаюсь тем, что стал больше отдыхать, путешествовать и отвлекаться на обычную жизнь. И эту тему я тоже буду очень подробно затрагивать чуть позже, когда у меня будет больше времени. А про обучение главным моим учителем всегда была жизнь. А с вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Буду очень ждать обратной связи от вас в комментариях, как вам формат, зашло, не зашло, а также буду очень ждать ваших вопросов, о чем вы хотели бы узнать в первую очередь, если вам интересно, как я пришел к тому, что имею сейчас. Напоминаю, что я сейчас работаю над 3 курсами по обслуживанию скутера BMW C650 GT, Suzuki Skywave 650 и Suzuki Skywave 400. А также, если эти курсы будут иметь успех, я выпущу для вас курс по моторазборке, как ее открыть и как на ней заработать. Не забудь обязательно поставить лайк под этим видео, это очень важно. Нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых интересных видео, чтобы их не пропускать. А также написать обязательно комментарий. Это очень сильно меня поддерживает и мотивирует продолжать. Также вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии и подписаться на мой профиль на Boosty. Там есть некоторое количество эксклюзивного контента. Да, и ссылочка на телеграм-канал будет там же внизу. Обязательно подпишитесь, если вы еще по каким-то причинам не подписаны. Потому что все самые свежие новости и мысли я пишу в первую очередь именно туда. А также, когда начнется продажа курсов, все самые интересные цены тоже будут там. Всем пока!